Привет, моделисты, моделистки и просто любопытные зеваки, которым вдруг стало интересно, что это за дама такая в мире пластиковых моделей. Меня зовут Даша, и я моделистка, да, я девушка. И да, я клею танки, самолеты и даже космические корабли. И мне это дико нравится. А вот кое-кому это не нравится. И знаете кому? Тем самым дедам, о которых сегодня пойдет речь. Сегодня мы поговорим о том, как старая школа моделизма с ее благословения от кружков при Доме культуры и едким запахом клея БФ2 не просто тормозит развитие хобби, но еще и активно сеет сексизм, нетерпимость и страх перед творчеством. Будет весело или страшно, все зависит от того, с какой стороны клеевого пистолета вы стоите. Итак, поехали. Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Даши, он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали. Итак, давайте начнем и построим портрет типичного представителя дедовской школы. И вы их знаете. Это хмурые титаны стендовой эпохи с пузиком, свисающим над рабочим столом и неизменной фразой «Я в моделизме с 83-го года». В их глазах ТикТок – это враг, а девушки в моделизме – это шутка. А любой цвет, отличающийся от защитного зеленого – это ересь. И что делает их узнаваемыми? Они уверены, что если ты не промучился 10 часов над гусеницей, ты не настоящий моделизм. У них в голове встроенный регламент, что модель должна быть строго по инструкции, а иначе анафене. Они пишут комментарии, что девушкам тут не место, иди крась ногти. И они могут провести 40 минут споря, были ли заклепки на хвостовом стабилизаторе Ил-10 или же нет. И при этом они считают, что спасают моделизм от тупой молодежи. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. Сейчас давайте немножко окунемся в историю. В Советском Союзе моделизм был не просто хобби. Это было патриотическое воспитание в чистом виде. Модель не игрушка, а способ выразить уважение к Великой Отечественной войне. Маленький Т-34 не танк, а символ. И подход соответствующий – страдать, потеть, подгонять детали над фильм, отрабатывать дисциплину и быть скромным, очень скромным, желательно вообще молчать. Кружки по авиамоделированию при домах пионеров были похожи на армейские подразделения. Руководитель – это полубожество, которое решает, что ты будешь собирать, как, где и когда. Ты мог хотеть сделать яркий футуристичный самолет, а тебе строго давали задание Як-3 в 72-м масштабе. Смотри сюда и делай, как у меня. И попробуй отклониться от канона. Сразу, что ты себе позволяешь, молодой человек? Это же не художественная самодеятельность. Материалы почти все кустарное, детали надо было выпиливать, шкурить вручную, грунтовать зубным порошком, клей. Если повезет, будет БФ2 или нитроклей из аптеки, а чаще это был ПВА, разведенный с молитвой. Краски, эмальки из строительного, а кисточки школьные, от которых оставалась половина ворса через 5 минут работы. Но главное – атмосфера. Там не поощрялась фантазия. Моделизм был не про создание, а про создание. И строго по фото, по инструкции и по техдокументации. Даже если модель не летала, не каталась и не стреляла, она должна быть правильной. А кто определяет правильность? Конечно же, дед с армейской выправкой и вечной историей. Вот мы тогда в кружке. И вот с этим багажом старая школа пришла в 21 век. Принесла с собой догматизм, неприязнь к новому и непереносимость творчества. Они смотрят на новые модели с LED-подсветкой и говорят «фу, понты». Они видят глянцевую краску и кричат «так в реальности не бывает». Они видят девочку с аэрографом, и их вселенная рушится. Потому что тогда получается, что моделизм – это не про страдания, а еще и про удовольствие. И это уже за гранью их понимания. Поэтому они и бесятся, потому что их учили «не выделяйся, не выпендривайся, делай как надо», а мы теперь делаем как хочется. И от этого у них коротит предохранитель. А когда моделизм только пришел на YouTube, а это примерно в период с 2012 по 2016 год, было довольно много каналов с названием типа в стиле «Пластиковая радуга Ивана», «Сборка по ГОСТу», «Моделизм с умом» или «Ретро-модель-клуб». И все эти деды снимали видео на вебку с закадровым кашлем, дрожащими руками и фразами «ну вы поняли». Первое время все было бодро.
Просмотры шли, комментарии были, народ интересовался. И даже казалось, что вот, старички нашли себя в новом формате. Но что случилось потом? Все эти каналы исчезли один за другим. Последнее видео 3 года назад. Комментарии закрыты, каналы заброшены. А почему так произошло? И вот, как мне кажется, основные причины. И основное – это невозможность адаптироваться к новому формату, ведь YouTube изменился, алгоритмы требуют динамики, визуала и вовлечения, а деды продолжают грузить 40-минутное видео без монтажа с заунывной речью. Это просто перестало работать. А многие игнорируют тренды. Шортс, тикток-форматы, реакты, коллаборации, визуальные приколы и ролики в 30 секунд, для них все это не воспринимается. И есть ощущение, что мы лучше знаем, как надо, а зритель пошел к тем, кто умеет работать в современном ритме. И многие вещали как учителя ПТУ, без диалога, без души, без юмора. Все было похоже на лекцию по обработке древесины, но не на хобби, от которого ты получаешь кайф. Также одной из причин затухания этих каналов являлось ожидание поклонения, ведь вместо сообщества получался монолог, вместо обратной связи – раздражение. Я тут клею, а вы молчите. Примерно так это и выглядело. Ну а когда ты годами вещаешь в пустоту с минимальным откликом и не видишь отдачи, мотивация падает, а если при этом ты еще и агрессивен к любым нововведениям, ты оказываешься один. Старички не признавали, что зритель изменился, и им было проще сказать «все стало хуже», чем признать, что время идет вперед, и формат монолога с тенью от лампы на животе больше не цепляет. Молодые блогеры, особенно девушки и парни с креативным подходом, начали набирать аудиторию. Вместо поддержки дедовский отпор, ну конечно же, тиктокерша, зато не знает, сколько болтов на шасси тигра, и как результат самоизоляция этих авторов. Сегодня эти каналы как заброшенные бункеры, там пыль, крики из прошлого и никакого света. Потому что вандализм – это не про умение клеить, а еще это про умение общаться. И с этим у многих была беда. Вот где сегодня становится тревожно, потому что эти деды – это полбеды, а вот когда моделисты молодые, которые только что пришли в хобби, начинают перенимать тот же тон и те же фразы, и тот же снобизм, то это уже действительно беда. И вы наверняка их уже встречали, им где-то по 20-25 лет, и они на вид современные ребята, но как только заходишь в обсуждение, из них льется, но это же не по канону, историческая точность прежде всего, где правильно нанесенный фильтр по ГОСТу. Почему? Потому что так безопаснее, так принимают тебя в тусовку. Если ты говоришь как дед, ты ведешь себя как дед и злишься как дед, тебя не атакуют, а наоборот говорят «О, толковый парень», ты впишешься в токсичную, выжженную тусовку, где ценится регламент, а не радость от творчества. Так появляется целое новое поколение молодых стариков, которые боятся экспериментировать, боятся критики от старших и заранее загоняют себя в рамки. Они выучили, чтобы тебя уважали, стань дедом, пока тебе 22. Парадокс абсолютно, но он работает. Если мы не сломаем этот цикл, моделизм так и останется клубом по интересам для зануд с линейкой. Современный моделизм живет в ТикТок, Инстаграм, Ютуб шортсах, и он живой, яркий, дерзкий, и в том числе и женский. Девушки красят гандамы по Sailor Moon и собирают лайки тысячами, а кто-то лепит космические корабли из картона и превращает это в мем-контент. Моделизм перестал быть страданием, он стал выражением, и он стал самим собой. Ну а теперь я расскажу вам про случай, который вскрыл все. Моделист Женя Вертолет. Да, он так сам себя называет, и мне кажется, это довольно круто. Он выложил фото своей модели ИС-2, но не обычного, а покрашенного в золото с эффектом глянца. И получился довольно интересный арт-объект. И знаете что? На него набросились те самые деды. Позор, писали они. Ты опозорил боевую технику. Один даже писал: ты плюнул в лицо ветеранам. Что, простите? Но Женя просто хотел сделать красивую модель. Он не претендовал на историчность. И он создал арт, и он получил волну ненависти просто за то, что осмелился быть другим. Просто собрал один и тот же набор, как и все другие, но покрасил по-своему. И вот где корень проблемы. Эти деды не просто консервативны, они на самом деле очень токсичны. Они боятся изменений, и они приносят в хобби сексизм, снобизм и закостенелость. А когда я только начинала выкладывать свои работы, мне многие писали: «О, баба клеит танки, ржем. А что, тебе этот парень помогает? А это точно ты делала? Не верим». И это писали взрослые мужики, и не школьники, а именно та самая старая школа, которая не может принять, что моделизм – это не их частная вотчина. Проблема не в моделизме, а проблема в людях, которые просто не хотят его отпускать и делиться. А ведь моделизм – это про творчество, про свободу, про красоту, и он должен быть доступен всем, без теста на настоящность и без половой экспертизы.
Старая школа говорит, так нельзя, это неправильно, это не по уставу, а мы говорим, все по кайфу, мы делаем фэнтези-танки, добавляем неон, делаем броню полупрозрачной, мы используем 3D-принтеры, смешиваем стили, комбинируем Warhammer с техникой Третьего Рейха. И знаете что? Мне кажется, это очень круто, потому что моделизм — это не про конкурс на правильность, а это площадка для игр, это Лего, но в мире взрослых, и мне кажется, это нормально. Сейчас кто-то сидит и пишет гневный комментарий под этим видео. Ты ничего не понимаешь. Гламурная клейманка. Иди собирай Барби и крась свои ноготочки. Привет тебе, дорогой. Я скажу, что если ты любишь так моделизм, отпусти его. Пусть он станет больше. Пусть он станет ярче. Пусть он перестанет пахнуть только растворителем и начнет пахнуть свободой, креативом и желанием быть собой. Моделизм не умрет. Он трансформируется, он будет жить, пока мы позволим ему быть разным. Если ты за свободу в моделизме, ставь лайк, а если тебя это бесит, напиши комментарий. Только, пожалуйста, по существу и не переходи на личности, ладно? Подписывайтесь, и впереди будет еще довольно много контента, где моделизм встречается и с юмором, и с реальной жизнью. Потому что моделизм жив. Просто он теперь может быть и золотым, и с блестками, и с девушкой с аэрографом. До новых встреч. Пока-пока.